Йоу, привет, пацаны, здорово, давайте фигачить. Надоело пиздить чужие биты. Ну, лично я, вы не поверите, немножечко даже хочу, чтобы хейт появился. Ты же еще и свой же менеджер, ты свой же продюсер, ты свой же арт-директор, чтобы ты выходил заряженный и шел, и был готов идти разъебывать, потому что ты такой, 20 лет назад я не мог представить, что я буду играть на музыкальных инструментах. Так что я в это целюсь, я это продумываю, я на это настраиваюсь, и скоро это будет. Так, ладушки, ну что ж, меня зовут Вадим, Дюл Исаак, вы меня можете знать так. Я занимаюсь приблизительно всем, что касается мультимедиа и организации мероприятий. Я музыкант-мультиинструменталист, звукорежиссер, фотограф-видеограф, еще чертовски люблю кухню, и в целом я хочу выйти в инфобиз тоже по этой теме, потому что я умею приблизительно все, что касается творчества, и понимаю, какие общие штуки у всего этого есть. И, соответственно, как этому можно научить. Я играю на почти любых струнных инструментах, то есть это от укулеле до контрабаса. Не очень люблю смычковые, немножко умею в духовые, немножко умею в клавишные, играю на ударке, на перкуссии. Ну и, конечно, там пишу, свожу, записываю, все вот это вот. Да, я полностью самоучка во всем, что я умею. Я начал писать, ну вот давай так, первая официально зарегистрированная песня, которую нашел я сам, была написана мной, наверное, года в 4. Как Моцарт. Да, ну не совсем так, конечно, но надеюсь. Прикол в чем? У меня просто обе бабушки педагоги, одна по русскому, а другая учительница детского сада. И вообще семья такая за разум, и поэтому меня еще до школы научили писать, читать. Первые стихи я написал там года в 3. И тогда же начал переделывать какие-то знакомые мне песни со своим текстом. Ну просто по стёбу, по угару. Там про сестру там смешную песенку написал, вот такое вот. То есть самое раннее датировано там каким-то таким мохнатым годом, что я даже себя не помню в этом возрасте. Ну, то есть писал я плюс-минус всегда. Ты забыл, для чего ты проснулся. Ты сегодня подумаешь завтра. Ты забыл смысл жизни, хуй с ним. Смысл не обязателен. Ты играешь по правилам. Правила кем-то придуманы для того, чтобы их нарушали те, кто думает, что самый умный. Ты купил себе статус, радуйся. Обогнал хомячков в колесе. Самый влиятельный папочка, самый пушистый Усейн. Тебя нарисует Дисней. Тупо зовет попиздеть в лоб. Суки хотят оседлать твой гол, а ты уже хочешь прилечь в гроб. Что ж ты не рад добру? Зачем от чего приуныл еблом? Где-то былое облома ведро. Ты же теперь король хомяков. Ну, одна из самых крупных точек — это, наверное, 5 класс. Это, грубо говоря, как я пришел в рэп. Прикол был в чем? Это был канун 8 марта, приблизительно как сейчас. Решили мы с пацанами, с моими школьными тогда друзьяшками, сделать девочкам типа подарок, написать им рэп и выступить с этим на утреннике. Что мы, собственно говоря, и сделали. Пацаны уже увлекались рэпом на тот момент, уже знали, что я пишу стихи, пишу все вот это вот. Ну и такие, Вадос, на тебе, короче, вот тебе диск со сборником там с актуального рэпа на тот момент, еще тогда очень старого и наивного, многоточие еще тогда считались ньюскулом. Вот, я это все послушал, песню написал, мы выступили, девочкам понравилось, и тут все, и тут понеслась. С этого момента вот я подсел на сцену, на выступление, ну и пошло-поехало, начали с ребятами делать рэпчину, потом я уже стал звукорежиссером, потому что, хотелось самому это все записывать, сводить и так далее. Потом надоело пиздить чужие биты, захотелось писать биты самому, начал учиться этому, а там уже в музыку переполз, ну и так далее. Каким ты видишь свое идеальное творческое будущее? Как оно должно выглядеть? Карнеги Холл. Ну или по крайней мере,
Ну, короче, это солдаты. Это солдаты на крупных площадках, большие шоу. Я ориентируюсь сейчас на таких чуваков, как Slipknot, Beyonce делает великолепные шоу. Я сейчас хочу делать шоу цельным, то есть не просто песня, не просто альбом. Это все должно быть единым шоу с единым смыслом. Картинка должна играть вместе с саундом, вместе с экшеном, вместе с эффектами. То есть хочется делать какой-то действительно очень крутой экспириенс, который по-настоящему погружает человека. Что должно произойти для того, чтобы это случилось? Ну, ты знаешь, звучит так, как будто должно произойти что-то внешнее, но нет. Это внутреннее решение и внутренний ход. То, что я хочу, чтобы произошло, это станет следствием того, как я выстраиваю свою жизнь сегодня и выстраивал ее вчера. То есть, грубо говоря, это искусство маленьких шагов. Я уже сегодня делаю свой следующий концерт так. Каждый последующий будет круче, я наращиваю какой-то медийный свой вес, я наращиваю свой опыт на сцене, я наращиваю свои скиллы в написании музыки. Просто я к этому приду просто потому, что я туда иду. Вот и все. Происходит ли сейчас что-то из того, что ты сказал? Какие опыты ты получаешь сегодня, чтобы расти как музыкант? Что вот такого плана происходит сегодня? Что происходит такого же плана сегодня? Ну, смотри, во-первых, я очень сильно расширяю свои софты. Это очень важно, потому что я последние лет 10 до того, как переехал в Грузию, я очень упарывался по хардам, потому как играть на инструменте, потому как сводить, ну, как технически сделать то, что я хочу, чтобы было сделано, да? Нет в нашем языке слова вреднее и опаснее, чем «молодец». И тратил время на это. Сейчас же я стараюсь уходить в софт, потому что быть музыкантом, быть артистом — это не только играть на музыкальном инструменте и не только непосредственно находиться на сцене. То есть ты же еще и свой же менеджер, ты свой же продюсер, ты свой же арт-директор и так далее. И сейчас я учусь общаться, я учусь знакомиться с новыми людьми, учусь жечь в каких-то новых компаниях. Внимание, дрочилы! Играем Айрин. Первый сет. Чтобы наращивать свои знакомства, свои связи, свое влияние и так далее. Ну и плюс понимать, как долгосрочно выстраивать стратегию. То есть не то, что тебя приперло песню написать, и ты написал, а думать об этом более комплексно и более цельно, и с точки зрения целеполагания. Вот так я это обозначу. С какими трудностями ты сейчас сталкиваешься? Есть ли что-то, что тебе не хватает? С собой в первую очередь приходится сталкиваться, это самое сложное. То есть с какой-то своей внутренней интроверсией, да. Вот мне, например, очень тяжело дается заходить в новые компании. Я вот, казалось бы, я могу не производить такого впечатления, но это исключительно из усилия над собой. То есть это всегда какое-то преодоление. Тебя там позвали куда-то поиграть, допустим, на джем. Ты идешь туда, и ты такой, блин, незнакомые люди, неизвестного скилла, а не буду ли я там лошарой? А это же надо вообще себя преодолеть, чтобы типа, йоу, привет, пацаны, здорово, давайте фигачить. Я Плакса! Громче! Я Плакса! Я не вот такой, чтобы прям супер сверхобщительный, то есть у меня это скорее тратит энергию, и мне, соответственно, нужно быть в ресурсе, извините за пошлость, да, нужно быть в плюсе, да, в каком-то вот энергетическом, чтобы на это хватало сил элементарно. Doesn't play for money he'll win. It doesn't play for... Что помогает тебе быть в ресурсе? Любовь к себе.
первую очередь это про любовь к себе. Что это значит? Я люблю это называть просвещенным гедонизмом. Ты в первую очередь должен следить за тем, чтобы ты был в избытке эмоционально и желательно физически ресурсно. Чтобы ты мог, чтобы что-то создать, чтобы чем-то поделиться, тебя должно быть чем делиться, да, соответственно. Поэтому важно, чтобы у тебя был этот излишек, который ты можешь подарить. Поэтому утро начинается со вкусного завтрака, с любимой женщиной в постели, с счастливой выгуленной собаки, принятого душа со свечами и вкусного кофе. Чего-то, каких-то таких ритуалов, которые приводят тебя в состояние равновесия, состояние кайфа, чтобы ты выходил заряженный и шел, и был готов идти разъебывать, потому что ты такой, That's not a shape of my heart. Мое мнение забыли спросить, на обсуждение забыли пригласить, да ну и похуй, я все равно им не верю. В чем еще новым ты бы хотел себя попробовать? Честно говоря, легче сказать, в чем бы не хотел. Это, если честно, одна из моих, так скажем, камней преткновения в моей жизни, потому что я очень люблю мир, в мире очень много интересного, очень много занятий, которыми хочется заниматься, и то есть я вот увлекаюсь всем, и там и видео, и светом, и фото, и пиксель-артом, 3D-дизайном, мне все это очень интересно, но время ограничено. Это невосполняемый ресурс. Приходится просто с болью от себя, наоборот, отрезать какие-то штуки, которыми хочется позаниматься, но ну просто вот элементарно даже вот ты играешь на контрабасе, тебе надо заниматься на нем каждый день. Ты играешь там, ты хочешь научиться играть на трубе, а я очень хочу освоить медные духовые. Этим надо заниматься и посвятить этому много времени, это тяжелый хард. Чем бы ты ни занимался, ты должен инвестировать в это время. Я бы, наверное, сейчас на том этапе, когда я, наоборот, стараюсь как-то отодвигать лишнее и то, что не бьется вот в той сфере, в которой я сейчас действую. Прямо отвечая на твой вопрос, что бы хотел, да блин, много чего. Вот опять же, медные духовые. Хочу заняться диджеингом, уйти в электронную музыку, научиться водить, научиться кататься на серфе. Блин, много чего. Да-да-да. Можно, да, на права отучиться. Вот все вот это вот. Все интересно. Вопрос контекста и уместности. Мне очень жаль, что все так. Государство, брат, как будто мы больны. Гитары любви они поменяли бы на барабаны войны. Как может выглядеть твоя мечта? И готов ли ты сотрудничать с людьми из других сфер для того, Конечно. чтобы она сбылась? Как это может выглядеть? Конечно, да как угодно, если честно. Тут, понимаешь, фишка в том, что я, во-первых, слово «мечта» очень так, знаешь, для меня мечта — это вторая кибернетическая пара рук, чтобы можно было одновременно играть на контрабасе и барабанах. Вот это мечта, потому что она пока имеет какой-то коэффициент несбыточности. Все, что я могу сделать условно послезавтра, это цель. Фишка в том, не в том, что я хочу делать в будущем, а то, как я хочу себя чувствовать в будущем и в процессе этого достижения, потому что жизнь — это проживание. Каждый день, который... важно же не только добиться цели, но и не ебнуться по дороге и кайфануть в процессе. То есть жизнь — это процесс, это не какая-то точка, куда ты идешь.
Поэтому для того, чтобы я себя кайфово чувствовал, да, там условно через 10 лет, я могу быть где, ну, я не обязательно буду на сцене там, и возможно, что мне это даже не понравится, потому что это тоже там, типа, постоянные гастроли, записи, рестораны, работа, а я, возможно, захочу там с любимой время провести, там, не знаю, там, собаку выгулить, и все. Вот это тоже важно, то есть важно выстраивать вот этот вот баланс. И в целом это может быть что угодно. Может быть, я сейчас, например, активно ухожу в СММ, в видеографию. Может быть, я уйду в профессиональную фотографию. Может быть, я вообще послезавтра упарюсь не знаю, в дополненную реальность, вон как Юрец, потому что он меня очень вдохновляет этим всем. И до контрабаса доросло спустя долгие-долгие годы. То есть, типа, сначала я был рэпером. И у меня была моя первая рэп-группа, в которой... Или появится какая-то новая технология, которая меня захлестнет, я не знаю. Просто важно то, чтобы это новое занятие давало мне тот эмоциональный и ресурсный фидбэк, которого я в конечном итоге хочу. Наверное, как-то так. Так что это может быть все, что угодно, но это, скорее всего, будет связано с творчеством, потому что мне иначе не интересно. Ты как-то взаимодействуешь со своими подписчиками? Стараешься создавать какой-то с ними интерактив? Я стараюсь его раскачивать, но пока, если честно, нет. Опять же, это, во-первых, и какая-то интровертность внутренняя, которая, ну вот, мне нравится, я как-то с одним моим другом, музыкантом, общался. Великолепный гитарист, зовут его Боря, но Nowhere Comet, комета в никуда, прогуглите, он бог просто. Короче, и вот он мне в общении подарил одно классное понятие, как арт-блок. Вот это арт-блок, то, что ты не можешь как бы делать, у тебя есть какой-то зажим, который тебе мешает, и вот это вот из них. То, что мне пока тяжеловато вот так вот общаться с аудиторией, но я над этим активно работаю. Я хочу сейчас, вот, допустим, личную страницу выстраивать больше на взаимодействии с аудиторией, просто потому что, ну, это тупо интереснее. Ты, ну, полный инстаграм чуваков, которые просто сидят и играют. Хочется дать что-то новое, что-то, в чем будет какой-то инфоповод, да? Так что я в это целюсь, я это продумываю, я на это настраиваюсь. И скоро это будет. You had many money nights in 22. You let all the women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, give me some money too. Что бы ты мог посоветовать тем, кто сегодня находится в начале своего творческого пути? Берешь и делаешь. Берешь и делаешь. Просто ебешь и не останавливайся. Тут прикол в том, что 20 лет назад я не мог вообще в принципе представить, что я буду играть на музыкальных инструментах. Я думал, что я буду только что я рэпер, и все. И типа мне больше ничего не надо. Потом я обнаруживаю себя с укулеле в руках, дредастым, в шароварах, в Коктебеле. И уже там крутым укулелистом, просто потому что, ну вот мне понравилось, я начал херачить. Это тоже про искусство маленьких шагов на самом деле. Я вот, например, многим своим ученикам рекомендую такую технику, всегда держать свой музыкальный инструмент вне чехла и под рукой. Да, вот сознательные репетиции, тренировки — это важно, но пятиминуточки тоже очень важны. То есть, когда ты проходишь мимо инструмента, ты просто взял такое, что-то между делом,
И поставил, 5 минут поиграл просто с кайфом. Казалось бы, это ничего не дает, но когда ты делаешь это каждый день, твои руки привыкают к этому, ты приучаешь себя к тому, что это твое нормальное состояние. Впоследствии ты такой делаешь это каждый день по 5 минут, по 10 минут, несколько раз по 5, по 10 минут. И в один прекрасный момент ты берешь свой инструмент в руки и обнаруживаешь, что «О, а я это умею, ни хрена себе». Очень классная техника, рекомендую. А так, просто действуйте. Что бы ты спросил у него? Вот что может знать тот будущий Вадим, что поможет тебе сейчас? Фуф. Если бы я это знал, я бы уже был этим будущим Вадимом. Боюсь, что он прошел те штуки, о которых я сейчас просто не знаю. Это, знаешь, у меня сейчас есть только призма восприятия нынешнего Вадима. А у него вот она уже скорректирована. И да что это может быть? Это может быть какой-то измененный майндсет. Это может быть какое-то измененное отношение к себе, к тому, как подходить к продакшену и к делам, которые ты делаешь. Наверное, главный вопрос, который я бы задал, как тебе нравится? И хотел бы получить утвердительный ответ. Все, это самое важное. Never know how much I love you. Never know how much I care. Какой вопрос ты задал бы неизвестному тебе талантливому человеку, который в будущем станет тем, кем ты бы хотел стать? Знаю, сейчас сформулирую в голове. Используешь ли ты какие-то техники, и если используешь, то какие, чтобы не опустить руки, не выгореть и продолжить делать свое дело? И вообще, были ли у тебя моменты с выгоранием, и как ты с ними справился? Вот, мне кажется, это важно, потому что каждый творческий человек на пути обязательно с этим встречается. Я использую, благо я могу себе такое позволить в силу того, что я много чем увлекаюсь, смениться, освежиться, зарефрешиться. То есть, грубо говоря, вот я играл 3 года на гитаре, уперся в потолок естественным образом, потому что я там дошел до какого-то вот своего потолка, дальше меня скилл уже не пускает, дальше развитие идет медленно, мне уже становится скучно, я, там нового что-то как-то все идет со скрипом, старое уже неинтересно, и в этот момент я откладываю нахрен гитару и беру другой инструмент. Или вообще занимаюсь чем-то другим, но смежным, это важно. И переключаюсь, скажем, на укулеле, или на музыкальную теорию, или на вокал, или на что-то в этом духе. И тут вроде бы я оказываюсь немножко в новом контексте, в новых условиях. Как это назвать? Не хочу слово «новое», использую слово «контекст». Меняется фрейм, становится уже не так скучно, ты начинаешь снова активно прокачиваться, но потом ты возвращаешься к своему старому занятию, и ништяк, дырочка пробилась, ты такой фигак-фигак, у тебя что-то новое начинает получаться, и ты вкачиваешься, потому что ты не ушел далеко, то есть не надо меняться полярно. Оставайтесь около того, куда вы двигаетесь. Это важно, потому что так, когда ты прокачиваешь какие-то смежные скиллы, они автоматом подтягивают за собой и соседние. Что делать с хейтом? Почему люди это делают? Как с этим справляться? Что ты обо всем об этом думаешь? Смотри. Я как-то сегодня за все интервью ни разу не упомянул спиральную динамику, а между прочим, это важно. Сейчас мы о ней поговорим чуть позже. Во-первых, лично я, вы не поверите, немножечко даже хочу, чтобы хейт появился, потому что хейт значит только одно — то, что ты делаешь что-то крутое и новое. Если ты вообще делаешь что-то, найдется кто-то, кому это не понравится, это стопудово. И для меня, если я сейчас увижу там под своим роликом 10 комментариев «ебать говно», это будет означать, знаете что? Это будет означать, что там есть еще 20 комментариев «блин, ты классный», и что меня посмотрело 30 человек. Это вообще-то охрененно.
Плюс, ну вот мне сейчас, наверное, легковато и не очень честно будет об этом рассуждать, потому что, ну, пока этого хейта нет. И сейчас это тоже, это, ну, как бы шкура неубитого медведя. Поэтому я сейчас могу сказать все, что угодно, а когда столкнусь с этим по факту, охренеть, заплакать и там в душе сидеть с сигаретой вот так вот, короче. Кто его знает? Я пока еще не знаю, как я на это отреагирую. По-любому проскочит какая-то негативная эмоциональная реакция. Конечно же, это случится. Но на то мы и, в общем-то говоря, разумные люди, чтобы отслеживать свои эмоциональные реакции и оставлять вот это вот пространство между эмоциональным импульсом и тем, что ты выдаешь во внешний мир. Почему заговорил про спиральную динамику? Просто тут еще очень важно, что ты делаешь и для кого ты делаешь, и кто эти комментаторы. Грубо говоря, кто будет вообще оставлять вот такие комменты? Низкоуровневые чуваки, которые как-то компенсируются за счет этого, либо хотят привлечь к себе внимание, либо просто зашли там, типа, знаешь, прогреть, как его называют, прогреть алгоритмы перед выкладкой своих роликов, и поэтому просто разводят вонь. Это важен мотив человека. Тот, кто действительно расскажет что-то по делу, это всегда будет видно. Когда человек просто захотел просраться негативом, ну, как бы с него и спрос соответствующий, типа, ну и похуй, что он думает. Опять же, это я сейчас так говорю. Конечно, я думаю, что эмоционально, по факту, это, возможно, будет тяжелее, но не хочу загонять себя в пресуппозицию. Не знаю, посмотрим. По техническим причинам конец света отменили, бутерброд лежит на блюдце маслом вверх. Все свои пустые ведра бабки дома позабыли, черный кот на крыше жмурясь греет мех. А сегодня Где меня можно найти? В первую очередь это Инстаграм, у меня 2 страницы, Вадим Лысак, вы обе их увидите сразу. Что еще? Еще меня можно найти физически в Тбилиси. Кстати, приходите на нашу креативную лабораторию. Мы с моей девушкой создали офигенский ивент. Креативная лаборатория 69,3. Она проходит здесь, в Coffee Lair. Там мы будем снимать синдром белого листа, прорабатывать ваших внутренних кринжулек, учиться не бояться совершать ошибки. И делаем это весело, с помощью классных психологических трансперсональных приемчиков, в том числе гипнотеллинга. Вкусно, весело и под хороший кофеек. Что ж, друзья, спасибо, что посмотрели. Меня зовут Вадим Лысак. Вы можете подписаться на меня вот где-то вот там, наверное, или вот там, я не знаю, где это будет у вас, там в Инсте, в Рилчике и в Ютубе. Заходите, подписывайтесь на канал. по причинам техническим снова отменили света конец.